У меня проблема такая же с носом. У меня искривление носовой перегородки. То есть я в 14 лет у меня был удар в нос. И пришел в больничку. Все нормально. А потом, когда я чувствовать уже стал плохо дышу, в лет 20 я только подготовился и собрался идти на операцию. Но это было в регионе, так как я не в Москве родился. И в регионе делали под местным наркозом. Вот. Соответственно, под местным наркозом мне все там переломали. Но в идеале там никто не сделал. И я мучился еще лет, наверное, 15. Потому что морально я не был готов. Я помнил вот это, что происходило. У меня в голове все это сидело. Говорю, я не готов еще. И решился, пошел в НМХЦ Пирогова. Все договорилось, у нас даже контракт с ними, договор, работаем. Выбрал врача, проконсультировался. Опять-таки с одним, со вторым, с третьим. Но думал, его выберу. Кандидат медицинских наук, поспрашивал отзыв, все хорошо. Он мне делает операцию. Я до этого все сделал МРТ, чтобы потом сравнить. И после делаю МРТ. И оказывается, у меня вот здесь, он в идеал, во-первых, не выровнял. Он сказал, лучше так, а то хуже, ломать надо. Я говорю, окей. Но когда он выносил свой лазер, он мне ожег слизистую. И у меня сейчас там отверстие на слизистой. И там скапливание происходит. И чтобы сейчас вот это исправить, это вообще кардинально все надо. Это не то, что пластика, когда начал спрашивать, сколько вариантов и какие возможности есть. Это, говорит, первый вариант, это тебе вот отсюда можно, через скальп. То есть скальп снимает и заносит. Это первый вариант, да. Но этот вариант сразу несет какой минус. Если тебе что-то здесь засунут, то обоняние пропадет, ты не будешь ощущать. Второй вариант – это когда тебе… То есть нужна слизистую не натянуть. То есть нужно что-то. Мембрану поставить. Да. Мы можем твой кусочек кожи взять, да? Но ты будешь чувствовать запах пота. Можно искусственную мембрану поставить. Она может не сжиться. Ой. Опять может, да. все может. А вы можете выйти сейчас, встанете, подскользнете на банановой шкурке и упадете. Да. На самом деле мы постоянно, то есть мы тут ставим много имплантов. То есть поднимают пазуху, то есть кладут мембрану, когда перфорация пазухи. То есть в стоматологии количество мембран, которые устанавливаются под десной, это просто постоянно. И все приживается. Я про себя, про свой организм, сколько у меня случаев, с зубами, с носом, мне постоянно что-то так тык, и не везет. Бывает. Вроде подхожу как-то точечно, убираю, консультирую, садимся вторым, с третьим. Это просто невезение. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Александрой. Она стоматолог, и она расскажет, как открыть клинику. Как ты вообще открыла клинику в чужой стране? На самом деле это не так сложно, как кажется. Я слышала какие-то ужасные рассказы, что очень тяжело открыть клинику в России, а в Гватемале достаточно легко, я так понимаю. Просто нужно помещение, сделать некоторые документы и все. Там санэпидемзаключение, лицензию, правильно? Получить надо? Нет. Не надо? Нет. Единственное, что нужно, это, например, лицензия на рентген. Лицензия на использование рентгена, должна быть лицензия для оператора рентгена, для человека, который пользуется рентгеном. И проверки санэпидемстанции у меня были, наверное, раза 3 за последние 15 лет. То есть они не приходят, не говорят, деньги плати? Нет. Причем они настолько смешно приходят, например, берут лидокаин, смотрят, чтобы лидокаин был не просроченный. И так все по чуть-чуть смотрят, и когда ничего не находят, ко мне, например, придрались, что у меня в клинике очень легко заблудиться, и что мне нужно обязательно повесить вывеску «Выход здесь». Это обычно пожарники в России требуют. А тут санэпидемстанция. А пожарники не приходят? Нет, ни разу не приходили. То есть основные инстанции – это санэпидемстанция, да. Лицензионный отдел для рентгена только. Если ты рентген не имеешь, то не надо. И ты полноценно можешь оказывать стоматологические услуги. Должен быть диплом. Диплом. Стоматолог. А это кому предоставлять надо, что ты имеешь диплом? Нет, просто после окончания университета получаешь свой диплом, заверяешь этот диплом, и потом нужно
не знаю, как сказать на русском, коллегио профессиональ, это что-то вроде как профсоюза, Да. нужно там зарегистрироваться. Вот, и Что всё. ты действующий Да, стоматолог. что ты действующий стоматолог, и там надо платить какую-то квоту определенную раз в месяц, и все. А повышение квалификации каждые 5 лет ты подтверждаешь как стоматолог? Нет. 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 На рентген, да, то есть на рентген, чтобы пользоваться рентгеном, надо каждые 2 года возобновлять одну лицензию, каждые 3 года другую. Окей. Каким стоматологом ты являешься? Ортопедом, терапевтом? Ортопедом. Ортопед. Ты сама выбрала эту профессию? Как вообще столкнулась с ортопедией? Ну, просто как бы это, я думаю, самое интересное. То есть как бы приходит человек, например, который даже не может улыбаться, переделаешь ему полностью всю улыбку, и потом люди ходят, что даже 8 видно. То есть ты рада за них, то, что они с Да. такой улыбкой теперь приходят? Да. У меня был интересный случай. У меня девочка пришла лечиться. Она дочка моей подруги. И она не любила улыбаться. Мы сделали дизайн улыбки, причем никаких виниров, ничего, просто по чуть-чуть там подправили. А она стала настолько верить в себя, что пошла в модели, и где-то год назад она мне послала видео, как ее фотография на огромном экране на Times Square была. Вот я такая думаю, ай, как здорово. Именно улыбка или полностью Нет, лицо? то есть просто она как человек, то есть она, по-моему, какой-то крем рекламировала. Вот, я просто про что говорю, то есть улыбка для человека – это достаточно как бы важный атрибут, я так понимаю, вот, чтобы, не знаю, пойти на какое-нибудь интервью важное или еще что-нибудь. Люди, если не могут улыбаться и нормально разговаривать, я думаю, себя не очень комфортно чувствуют. А как ты находишь пациентов вот здесь? Я их не ищу, они меня сами находят. Ну, то есть ты рекламу где-то размещаешь, как о тебе узнают? На самом деле сейчас я вообще ничего не размещаю. Я достаточно давно уже забросила мою страницу в Инстаграме. То есть раньше ее вела, там какие-то кейсы вывешивала постоянно. Вот. Еще когда-то давным-давно делала какую-то рекламу в каком-то журнале. Вот. А так... То есть по сарафанке тебя сейчас находят? Да. И... Это в Гватемале самое такое, как бы... стабильно, я так понимаю, потому что если ты нашел в журнале какого-то стоматолога, тут люди так легко не верят в рекламу. То есть именно по рекомендации приходят. То есть если будет рекомендация рекламы, человек выберет рекомендацию? Я думаю, да. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Ты одна работаешь или у тебя еще штат специалистов имеется? Нет, у меня 2 челюстно-лицевых хирурга, 2 ортодонта, педиатры, эндодонтисты. То есть то, что не делаю я, приходят другие специалисты. А как вообще ты в Гватемалу попала? У меня папа тут работал с 1998 года. Вот. Папа сюда приехал работать в Олимпийском комитете по спорту. По спорту. И ты как по спорту сюда приехала? Ну, я тоже занималась спортом. У меня вся семья спортсмены профессиональные. Вот. Приехала к папе в гости. Вид спорта у тебя? Легкая атлетика. То есть в России ты занималась легкой атлетикой? Да. Вся семья. И дошла до какого уровня? Мастер спорта международного класса. Но как переключилось то, что у тебя спорт ты завязала и перешла в медицину? Что такое произошло? Просто я всегда хотела учиться, а совмещать профессиональный спорт с такой серьезной учебой было достаточно сложно, поэтому мама, которая являлась моим тренером, она настояла, чтобы я поступила на спортфак в Москве. Вот. И когда я приехала сюда и осталась жить с папой, у меня появилась такая идеальная возможность уйти из спорта и начать учиться, чем я и хотела заниматься. То есть тебя можно даже посмотреть по годам и увидеть, что ты занимала места призовые. Ну, я думаю, да. Классно. Как тебе на сегодняшний день вообще Гватемала? Тянет ли в Россию? В Россию тянет, но в связи с обстановкой сейчас такие тяжелые перелеты. Вот. Но в Россию, конечно, всегда тянет. В гости, на недельку, не больше. А что вот тебе не хватает, что тебя в Россию тянет? Что не хватает?
нашей природы, нашей кухни, друзей моих, семьи. Вот, то есть, не знаю, когда в Москву приезжаешь, вот эти все проспекты огромные, широкие улицы, все такое чистенькое, прекрасное. А в Гватемале как-то немножко по-другому. В Гватемале по райончикам определенно тоже чистенько, аккуратненько. Ну, чистенько, но все равно такого проспекта, чтобы, не знаю, как Ленинский, нету тут такого. То есть тут маленькие улочки. Ну, это как в России, в Москве на каком-нибудь районе на одном. Ну да. Вот такая ситуация. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Скажи, пожалуйста, какие минусы в Гватемале ты вообще видишь? Есть ли они? В работе или в жизни? Вообще в жизни. Ну, во-первых, как бы обстановка... Тут почти все рекомендуют иметь бронированную машину, например. Потому что если в России, например, чтобы украсть у тебя телефон, воришки как-нибудь там извернутся, как только смогут, чтобы ты не заметил, что у тебя украли телефон, чтобы тебя потом не поймала полиция, то в Гватемале тебе просто могут поставить пистолет к колбу и сказать: отдавай телефон. Вот, на светофоре, например. А полиции нет вокруг вообще? Есть, ну а кто будет рисковать своей жизнью за зарплату, которую они получают? То есть полиция сама не рискует своей жизнью? Нет, тут даже шутят очень часто, что, например, какое-нибудь ограбление в доме, да, звонок из дома в полицию, приезжайте, пожалуйста. И они говорят: да, когда закончите, приедем. Когда закончите, приедем. Вот, то есть... Еще какие минусы? А еще какие минусы? Если честно, наверное, только это. Ну, наверное, тоже еще отсутствие образования такое массивное. Вот. Ну, ты же обучалась здесь. Я обучалась здесь. Но полностью медицинское образование ты получила здесь. Но как бы у многих людей нет доступа к образованию. И не то, что нет доступа. Например, в деревнях у них там по 10, 12, 15 детей рожают. И если ребенок хочет идти учиться в какую-нибудь бесплатную школу, ему родители говорят: нет, ты учиться не пойдешь, кто будет в поле работать, кукурузу собирать. Вот, то есть в Гватемале, на самом деле, проблемы с образованием, проблемы с, не знаю, как точно сказать, общественной медициной, то есть бесплатная медицина, и то, что небезопасно на улицах. А бесплатная медицина, проблемы, что не хватает там? Ой, у них ничего нету, то есть иногда даже перчаток нету у врачей. То есть у них нехватка медицинов, препаратов, всего. А правительство как на это смотрит? Нормально? Да. Ну, вообще, если вот иностранный турист попадает в городскую больницу, ему окажут медицинскую помощь? Я думаю, что да, но я бы туда лучше бы не попала. Не рекомендуешь? Нет. Могут сделать хуже. Нет, просто вы не представляете, как там. Нет, ну человек просто
несознание. То есть его Нет, забрала если скорая человек не в помощь. сознании, его забрала скорая помощь, то, наверное, все-таки лучшее место, куда попасть, это какой-нибудь вот общественный госпиталь, потому что там в день оперируют по 20, 30, 40, 50 человек с травмами, С ранениями. пулевыми ранениями и так далее и тому подобное. Но самое главное, то есть если тебя стабилизируют в этом госпитале там, за сутки, за двое, потом перебраться в частный госпиталь, чтобы не подцепить какую-нибудь инфекцию и чтобы долечили нормально. То есть обычные световые пломбы, они цвет как бы меняют, но очень мало. Вот. А у вас будет не световая пломба, у вас будет вставка выточенная компьютером. Так что она вас точно не поменяет. Вместе с ними. Видите? Гипертрактор. Состояние ходит сверху. Состояние есть? Взглядами гидрофонтан. Про криминал ты коснулась. Скажи, пожалуйста, есть ли такое вот, ты завела свой бизнес, приходят бандиты, говорят, ты теперь делись с нами. Я, слава богу, не сталкивалась. Ну, как бы поэтому все ищут работу в здании. То есть ты в здании должен оставить свой документ на входе. То есть как бы в здании, когда работаешь, не так легко, чтобы тебя нашли. Например, тоже мои карточки. На карточке нету моего имени, нету моего телефона. То есть на карточке телефон клиники, название клиники. Это специально сделано? Да. У меня даже мой личный Инстаграм, я там Александра Ли, и вместо фотографии у меня там облачка. А если человек открытый выкладывает это все, то тогда есть вероятность, что к нему придут? Ну да. Но опять-таки, я рассуждаю со своего видения, с точки зрения российского формата. То есть, если ты не выкладываешь фотографии, там, Инстаграм и так далее, особенно ты врач, ты предлагаешь свои услуги, то какое-то недоверие, возможно, ты что-то скрываешь и так далее. Нет тут такого? Может быть. Мне девочка, которая вела мою страницу, она тоже говорила, давай твои фотографии, твое интервью. Не знаю. То есть как-то у меня хватает пациентов, чтобы как-то рисковать моей безопасностью. Вот, потому что есть врачи, у которых были проблемы. То есть я как бы слышала. То есть самостоятельную клинику с отдельным входом опасно открывать? Ой, да, я бы ни за что бы не открыл. Мы же сейчас вот то, что зуб, а дальше мы же не по максимуму будем, понятно, много не брать, не коснемся нерва. Нет, но все равно, то есть, если вдруг будет больно, значит, наркотик не взял. Вот, но мы так глубоко не видим. Вообще, то есть ты рассказала проблемы в медицине, проблемы с преступностью. А как на все это вообще смотрит правительство? То есть сколько лет уже ты здесь, в принципе, работаешь, живешь? Как все происходит? Я тут живу уже больше 20 лет, и правительство как... Тут на самом деле, по-моему, люди приходят к власти только в надежде на коррупцию. Вот, то есть кто что урвет, и все. Тут есть система страхования, то есть называется X, институт, Гватемальский институт социального страхования. Тут шутили лет 15 назад, кто-то говорит, ой, а ты кем работаешь? Я сейчас не работаю, а кем ты работала? Я был директором X, то есть вот этого социального страхования. А сколько ты был директором? Говорит, достаточно. Вот, то есть... Но правительство же постоянно меняется. Постоянно меняется, но приходит все хуже и хуже. Забирают все больше и больше, да? Да, забирают все больше и больше. Хорошо. Вот, то есть, как бы, если бы забирали все больше и больше, хоть что-то бы делали, было бы замечательно. Вот, последний, который что-то делал, он, по-моему, лет 12 уже назад был. А как вы вообще здесь с русскоговорящим комьюнити? Есть ли какие-то праздники, собрания, где Да. То есть, у нас тут есть организация, они стараются организовывать там всякие мероприятия, детский утренник, например, под Новый год, там День России отмечают, то есть как бы стараются всех нас собрать, чтобы поесть нашу национальную еду, русский не совсем забыть. То есть... Но русских магазинов тут нет, кафе? Есть одна девочка, у которой тут есть ресторан, вот, причем называется «Лавка».
Вот. А так, чтобы кафешки еще, магазины нет. Есть еще одна девочка, которая привозит под заказ из Штатов все, что хочешь. То есть любую русскую еду. Твои рекомендации вообще по Гватемале? Стоит ли сюда приезжать для проживания? Ну, если честно, я думаю, что эта страна очень удобная для проживания. То есть, во-первых, начиная с климата, то есть тут и не так жарко, и, ну, естественно, зимы нету, да. Вот. Если хочешь потеплее, можно на море съездить. Если хочешь попрохладнее, можно в Кецальтенанго съездить, то есть там повыше немножко. И, в принципе, я думаю, все вот эти латинские страны, они очень комфортные для жизни. Ну, я вот еду с Панамы, и Гватемала самая холодная страна центральной Америки. Вот, поэтому это здорово. Даже можно в свитере походить. Да, она, ну, и ты вроде получаешь тот климат, по которому соскучился. То есть в России как бы прохладненько и так далее. Тоже елки какие-то, холмы и все прочее, зелено вот так. Не, ну в Панаме вообще жара просто. Там влажность еще. Да. То есть у нас тут на самом деле очень хороший климат. И в этом плане, честно говоря, на пляже не было. Я не знаю, насколько там жарко, холодно, тепло. 28-34. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Твои рекомендации, значит, приезжать можно, да. Работать можно, да. Жить можно. Да. Только надо не ходить с сумкой или с камерой по улицам, вечером тоже особо не гулять. То есть как бы просто осторожно себя вести на улице, чтобы не украли что-нибудь. Ну, тут есть, наверное, какие-то опасные районы. Есть Нет, есть опасные районы, есть безопасные районы. Но, например, сейчас мы находимся в безопасном районе. Коммерческий центр, который у нас сзади, наверное, вы увидели, он сейчас один из самых модных. Тут постоянно кого-нибудь воруют или грабят. Все равно проблема. Да, конечно. То есть им не важно, какой район. То есть как бы тут самые как бы хорошие или самые безопасные зоны это 13, 14, 10, в котором мы сейчас находимся, и во всех проблемах. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.